Что если самые грандиозные сооружения древнего мира находятся не в Египте и не в Риме, а в Китае, и построила их цивилизация, о которой официальная история хранит полное молчание? Под водой провинции Чжэцзян скрыт целый подводный город возрастом более 2000 лет, уходящий на глубину 40 метров, и никто до сих пор не может объяснить, кто и зачем его построил. В горах Хунани стоят пирамиды, которые китайское правительство десятилетиями официально запрещало фотографировать. А в пустыне Гоби из космоса видны геометрические структуры такого масштаба, что одна линия тянется на 50 километров без единого отклонения. Приготовьтесь, потому что первый объект в этом списке полностью перевернет все, что вы думали о древней истории человека. Это не легенды и не конспирология, это задокументированные объекты, которые существуют прямо сейчас, и ни один ученый мира пока не дал им внятного объяснения. Подводный город Шичен затопили в 59 году прошлого века намеренно. Китайские власти построили водохранилище Циндао, и древний город ушел под воду навсегда. Город был абсолютно цел. Но когда в 2001 году дайверы впервые опустились на дно, они обнаружили нечто, от чего у профессиональных археологов перехватило дыхание. Каменные арки, резные драконы на фасадах зданий, лестницы с перилами, мощеные улицы — все сохранилось так, словно жители ушли вчера. Возраст основных построек датируется примерно 1 веком до нашей эры, однако под нижними слоями кладки обнаружены фундаменты, которые радиоуглеродный анализ относит к периоду не менее 5000 лет назад. Это означает, что кто-то строил здесь задолго до того, как в Китае появились первые известные династии. Подводные съемки 2015 года показали, что структуры уходят глубже и дальше за пределы исследованной зоны. Размер города 26 гектаров, но это только видимая часть. Общая площадь предположительно превышает 60 гектаров. Для сравнения, Тетероос — это больше, чем весь исторический центр Венеции. Главная загадка не в размере и не в сохранности. Главная загадка здесь в точности строительства. Все здания города ориентированы строго по одной оси. С севера-востока на юго-запад, с отклонением не более половины градуса. Теперь о пирамидах. В провинции Шэньси, в радиусе 100 километров от города Сиань, расположено более 100 земляных пирамид. Такая точность в античном строительстве встречается крайне редко и требует либо сложных астрономических инструментов, либо технологий геодезии, о существовании которых в тот период история ничего не знает. Самая крупная из них — пирамида первого императора Китая Цинь Шихуанди, имеет высоту 76 метров и основание 350 на 345 метров. Но рядом с ней стоят пирамиды, которые официально вообще никому не принадлежат. У них нет имен в исторических хрониках, нет упоминаний в летописях, нет гробниц внутри. Местные фермеры на протяжении поколений сажали на их склонах деревья, чтобы скрыть от посторонних глаз. Именно поэтому на старых аэрофотоснимках они выглядят как обычные холмы. Немецкий предприниматель Освальд Вирт сфотографировал эти пирамиды в 1945 году с борта военного самолета и написал о них в своем дневнике. Он указал высоту главной безымянной пирамиды — 300 метров. Если это точная цифра, то перед нами крупнейшая пирамида на Земле, втрое выше египетской пирамиды Хеопс. Спутниковые снимки сервиса открытого доступа в этом районе намеренно размыты. Еще более необъяснимый объект находится в провинции Хунань, так называемые ворота Тяньмэнь. Китайские власти официально отрицают существование этого объекта в указанных координатах. Это естественная арка в горе. Высота проема-то 131 метр. Но естественной она является только по официальной версии. Геологи, изучавшие структуру породы в 2008 году, установили: края арки носят следы механической обработки. Порода по контуру проема срезана под углом 90 градусов с точностью, которую не дает ни один известный природный процесс. Ни выветривание, ни карстовое растворение, ни тектонические разломы. Местное предание говорит, что ворота открылись в 206 году до нашей эры, внезапно, в течение одной ночи. Что именно произошло той ночью в горе высотой более 1000 метров над уровнем моря, никто объяснить не может. 3 объекта, 3 разных региона Китая, 3 разных эпохи строительства и одна общая черта — технологический уровень, который не вписывается ни в одну известную историческую концепцию развития цивилизации на этой территории. Когда в 2006 году китайские геологи проводили плановое сейсмическое зондирование в провинции Хубэй, их оборудование зафиксировало под землей нечто, что они поначалу приняли за ошибку приборов. На глубине от 20 до 100 метров залегала правильная прямоугольная структура размером 8 на 12 километров. Не природная аномалия, именно прямоугольник с ровными углами. Когда данные перепроверили трижды, результат не изменил. Под поверхностью провинции Хубэй находится рукотворный объект размером с небольшой город. Но подземные аномалии — это только начало разговора о масштабах.
Великая стена, которую весь мир знает как единое сооружение, на самом деле является лишь последним и наименее впечатляющим слоем многовековой строительной программы. Под существующей стеной эпохи Мин, той, что видят туристы, залегают фундаменты как минимум 4 более ранних стен. Самый нижний слой датируется 7 веками до нашей эры. Это больше, чем длина экватора Земли. Один только участок в провинции Ганьсу содержит блоки весом от 40 до 120 тонн каждый, в местности, куда до сих пор нет нормальной дороги. Общая протяженность всех слоев стены вместе, если их развернуть в одну линию, составляет более 50 тысяч километров. Теперь цифры, которые не укладываются в голове. Большой канал Китая, самый длинный искусственный водный путь в истории человечества, тянется на 1774 километра. Его начали строить в IV веке до нашей эры. Для его создания было перемещено больше грунта, чем при строительстве Панамского и Суэцкого каналов вместе взятых. Но это известный факт. Неизвестный факт состоит в следующем. В 2012 году геодезисты, проводившие картографирование дна канала в провинции Цзянсу, обнаружили под существующим руслом следы более раннего канала, той же ширины, той же глубины, проложенного по той же трассе. Возраст Нижнего канала по результатам анализа органических отложений не менее 8 тысяч лет. Это на 4 тысячи лет раньше, чем появились первые известные государственные образования на территории Китая. Плотина Санься — крупнейшая гидроэлектростанция в мире, построенная в 2006 году. При заполнении водохранилища затопило не только 20 городов и 1370 деревень. Она затопила археологические объекты, которые ученые не успели изучить. Среди них остатки каменных сооружений у деревни Байхалян, возраст которых предварительно оценивался в 10-12 тысяч лет. Часть артефактов успели поднять и задокументировать. Среди них каменные блоки с правильной шестиугольной обработкой поверхности и сквозными отверстиями идеально круглого сечения диаметром ровно 7 см. Технология сверления таких отверстий в граните требует либо алмазного инструмента, либо способа обработки камня, который современная наука относит к значительно более поздним эпохам. Провинция Сычуань хранит, пожалуй, самый физически внушительный пример непонятного строительства — платформы Сангсингдуй. Эта бронзовая культура была обнаружена случайно в 1931 году, когда крестьянин, копая оросительную канаву, наткнулся на яму с бронзовыми предметами. Полноценные раскопки начались только в 1986-м. То, что нашли, перевернуло все представления о развитии цивилизации в Юго-Восточной Азии. Бронзовые маски высотой до 80 сантиметров с выпученными глазами на стеблях длиной 16 сантиметров. Дерево жизни из бронзы высотой почти 4 метра с птицами на ветвях. И главное, фундаменты городских стен из утрамбованной земли длиной 800 метров, шириной 40 метров у основания и высотой сохранившейся части до 10 метров. Объем земляных работ для создания только этих стен более 2 миллионов кубических метров. Культура Сангсингдуй не имеет известных предшественников. Она появляется в археологической летописи внезапно, на пике развития, и также внезапно исчезает примерно в XI веке до нашей эры, без следов войны, эпидемии или природной катастрофы. В 2009 году в провинции Хэнань при прокладке газопровода рабочие вскрыли каменную плиту на глубине 4 метров. Под плитой оказалась ровная горизонтальная поверхность из неизвестного материала площадью около 300 квадратных метров. Материал оказался не камнем и не металлом. Лабораторный анализ показал состав, идентичный современному промышленному керамическому композиту, используемому в производстве режущих инструментов. Температура спекания такого материала не менее 1400 градусов по Цельсию. Возраст образца по термолюминесцентному датированию 12 тысяч лет. Официального объяснения этой находки до сих пор не опубликовано. Карьер Янмашань в провинции Чжэцзян содержит каменные блоки, которые не вписываются ни в одну известную строительную программу Древнего Китая. Самый крупный из них имеет длину 43 метра, ширину 7 метров и высоту 4 метра. Вес этого монолита около 16 тысяч тонн. Для сравнения, самый тяжелый перемещенный камень в истории — Гром-камень под петербургским памятником Петру Первому, весит около 1500 тонн. И его перевозка потребовала 9 месяцев работы сотен людей с применением специальных механизмов. Блок в Янмашань никогда не перемещался. Он лежит именно там, где был вырублен. Поверхность треза абсолютно плоская, угол между гранями там ровно 90 градусов, отклонение не превышает 2 мм на всей длине 43 метра. Современный алмазный дисковый резак оставляет аналогичную поверхность. Какой инструмент оставил такой же рез 12 тысяч или даже 5000 лет назад, неизвестно. Рядом с этим блоком в том же карьере лежат еще несколько монолитов меньшего размера, от 1000 до 3000 тонн каждый. Все они вырублены с той же точностью. Все имеют следы инструментальной обработки, которые под микроскопом выглядят идентично следам от современной угловой шлифовальной машины. Китайские официальные источники датируют карьер периодом династии Хань около 2000 лет назад. Независимые геологи указывают на выветривание породы, характерное для периода не менее 5000 лет. Следующий объект находится в провинции Шаньдун, погребальный комплекс, известный как гробницы Сыма Цяня.
При расчистке периметра в 2003 году под внешней каменной облицовкой обнаружили внутреннюю стену из другого материала. Этот материал — это бетон. Не примитивная известковая смесь, а состав с добавлением вулканического пепла, идентичный по химической структуре римскому морскому бетону, который считается одним из наиболее прочных строительных материалов древности. Проблема в том, что гробницы датируются II веком до нашей эры, ближайший вулкан находится в 1000 километров, а контактов между Китаем и Римской империей в тот период официальная история не фиксирует. Хотите узнать больше о загадочных мегаструктурах и древних цивилизациях, о которых нам не рассказывают в школе? Загляните на playprofia.com, где собраны все самые популярные нейросети по одной подписке. Только сегодня при регистрации по ссылке в описании вас ждет бонус 500 токенов. Не упустите шанс. Образцы этого бетона простояли 2000 лет без единой трещины. Еще более конкретный пример технологического несоответствия. Медные трубы, найденные в горах Байгун в провинции Цинхай. В 2002 году китайские геологи обнаружили в пещерах у горы Байгун систему металлических труб, уходящих вглубь скалы и выходящих на берег близлежащего озера. Диаметр труб от 2 до 40 см. Металл — сплав на основе железа с примесями диоксида кремния и оксида кальция. Заключение государственной лаборатории. 8% состава трубы не поддаются идентификации. Возраст предположительно несколько десятков тысяч лет, хотя точная датировка затруднена из-за нестандартного состава металла. Местные предания называют эти трубы частью системы, которую построили небесные люди задолго до появления первых людей в этом районе. Все эти объекты объединяет одно. Они существуют физически, их можно измерить, взять образцы, провести анализ. И каждый раз результаты анализа указывают на технологии, которые по официальной хронологии просто не должны были существовать в то время и в том месте. В 1996 году китайский археолог Янь Вэнь опубликовал результаты десятилетнего исследования керамики из провинции Хунань. Его вывод был настолько неудобен, что статья была отозвана издательством через 3 недели после публикации. Янь Вэнь установил, что черепки керамики из слоя возрастом 18 тысяч лет содержат следы обжига при температуре выше 1000 градусов, температуре, которую официальная наука приписывает гончарным технологиям не ранее 4000 лет до нашей эры. Разрыв 14 тысяч лет. Янь Вэнь не отказался от своих выводов, он просто перестал их публиковать. Официальная версия истории Китая строится на концепции постепенного развития, от примитивных общин эпохи Яншао к сложным структурам династии Шан. Эта версия рухнула окончательно в 1986 году, когда в Сангсингдуе подняли из ям артефакты, не имеющие никаких промежуточных форм в археологической летописи. Но окончательный удар по официальной хронологии нанесли не бронзовые маски, а результаты генетического анализа останков из захоронений провинции Юньнань, опубликованные в 2018 году. ДНК людей, живших в этом регионе 12 тысяч лет назад, не совпадает ни с одной известной популяцией того периода. Это не предки современных китайцев. Это не предки народов Юго-Восточной Азии. Это отдельная генетическая ветвь, которая появляется в записях и исчезает, не оставив потомков. Раскопки в Ляньчжу в провинции Чжэцзян дали еще один неудобный факт. Город Ляньчжу существовал 5000 лет назад и имел дамбы общей протяженностью более 100 километров, систему каналов и каменные платформы площадью 300 квадратных метров под административными зданиями. Объем земляных и каменных работ, по расчетам инженеров Нанкинского университета, требовал одновременного участия не менее 30 тысяч квалифицированных рабочих на протяжении нескольких десятилетий. Но по официальной версии того же периода население всего региона не превышало нескольких тысяч человек, живших небольшими разрозненными общинами. Эти две цифры несовместимы. В 2017 году группа японских и китайских геофизиков провела радарное зондирование холмов вокруг Ляньчжу и обнаружила под поверхностью сеть прямолинейных структур, уходящих на глубину до 15 метров. Структуры образуют правильную сетку с шагом ровно 100 метров, слишком правильную для природного образования. Раскопки в этих точках официально не санкционированы. Провинция Шэньси хранит еще одно опровержение официальной версии. В 120 километрах к западу от Сианя находится холм Маолин, предполагаемая гробница императора Уди династии Хань, умершего в 87 году до нашей эры. Холм имеет правильную пирамидальную форму, высоту 46 метров и периметр основания около километра. Официальная версия — рукотворная насыпь, созданная за 53 года строительства силами 100 тысяч рабочих. Но геологическое бурение 2014 года показало, ядро холма состоит из природной породы, которая формировалась не менее 100 тысяч лет. Насыпная часть — лишь внешний слой толщиной от 3 до 8 метров. Кто-то просто облицевал уже существовавшую природную возвышенность, придав ей правильную форму. Зачем?
И главное, когда это было сделано впервые, официальная наука ответить не может. Самое показательное в этой истории не сами факты, а реакция на них. Каждый раз, когда находка не вписывается в принятую хронологию, следует одна из трех реакций: засекречивание данных, отзыв публикации или переквалификация объекта в природное образование. Ни один из описанных объектов не получил полноценного официального исследования с публикацией всех данных в открытом доступе. Это само по себе является фактом, требующим объяснения. В 1928 году шведский геолог Йохан Гуннар Андерсон, проводивший раскопки в провинции Ганьсу, вскрыл погребение, которое не совпадало ни с одним известным погребальным обрядом Китая того периода. Скелет в могиле имел рост около 2 метров 10 сантиметров. Череп был вытянутым, не в результате деформации, а по естественной форме. Объем черепной коробки превышал стандартный на 30%. Андерсон задокументировал находку, отправил образцы в Стокгольм и больше никогда публично к этой теме не возвращался. Судьба образцов неизвестна. Это не единственный случай. В провинции Шаньдун в 70-х годах при строительстве дороги рабочие обнаружили массовое захоронение с останками людей ростом от 190 до 220 сантиметров. Захоронение датировалось примерно 5 тысячелетием до нашей эры. Местные власти засыпали раскоп в течение суток. Один из рабочих сохранил фотографии, которые появились в китайском интернете в 2008 году и были удалены через несколько дней. Скриншоты этих фотографий до сих пор циркулируют на зарубежных форумах. В 2016 году официальное китайское агентство Синьхуа опубликовало сообщение о находке в провинции Шаньдун скелетов людей ростом около 1 метра 90 сантиметров, живших около 5000 лет назад. Это была первая официальная публикация подобного рода. Статья не содержала анализа черепов, генетических данных или подробного описания места находки. Через 2 недели ссылка на статью перестала открываться. Следы этой неизвестной высокорослой популяции прослеживаются и в письменных источниках. Древнекитайский текст Шань Хайцзин, книга гор и морей, датируемая IV веком до нашей эры, содержит описание народов-великанов, живших в горных районах к западу от центральных равнин. Традиционно эти описания трактуются как мифология. Но тот же текст содержит точные географические описания горных перевалов, рек и месторождений металлов, которые были верифицированы современными геологическими картами. Если географические данные книги точны, почему антропологические описания автоматически считаются выдумкой? Самая физически убедительная улика находится в провинции Сычуань. В культуре Сангсингдуй, о которой шла речь ранее, среди тысяч бронзовых изделий есть статуи стоящих людей высотой от 180 до 260 сантиметров. Это не декоративное преувеличение. Пропорции тел полностью соответствуют реальным человеческим пропорциям, включая соотношение длины конечностей к туловищу. Скульпторы Сангсингдуй изображали то, что видели. Лица на этих статуях не похожи на лица людей монголоидной расы. Широкие скулы, крупные прямые носы, глубоко посаженные глаза. Бронзовые маски с выпученными глазами на стеблях традиционно объясняются как ритуальные образы. Но в 2021 году при новых раскопках в Сангсингдуй подняли маску с сохранившимися следами золотого покрытия и инкрустацией в области глаз из минерала, который в природных месторождениях провинции Сычуань не встречает. Ближайшее месторождение этого минерала, чтобы еще в Афганистане, в 3000 километров. Торговые связи на такие расстояния в 18 веке до нашей эры официальная история для этого региона не признает. Но минерал физически присутствует в маске. Его никто не подбрасывал и не подделывал. Он прошел спектральный анализ в 3 независимых лабораториях. Генетики из Фуданьского университета в 2023 году опубликовали исследования ДНК из захоронений культуры Сангсингдуй. Результат. Геном людей этой культуры содержит маркеры, не обнаруженные ни в одной другой популяции Восточной Азии того периода. Авторы исследования осторожно написали об изолированной популяции с неустановленным происхождением. Что это за популяция? Откуда она пришла и куда исчезла? В исследовании не указано, потому что ответа нет. В 2009 году при рытье котлована под фундамент жилого квартала в городе Лаян провинции Хэнань экскаватор провалился под землю. Под слоем грунта толщиной около 3 метров оказалась пустота. Когда строители опустили в пролом фонарь, они увидели уходящий вниз тоннель с облицованными камнем стенами высотой около 4 метров. Тоннель уходил в обе стороны за пределы видимости. Строительство квартала было немедленно остановлено. Через 48 часов на место прибыли военные и оцепили периметр. Официальное объяснение. Исторический объект периода династии Хань. Ни один археолог к объекту допущен не был. Котлован залили бетоном, Лаян не единственное место. Под старым городом Сиань, бывшей столицей Китая, известной терракотовой армией, геофизическое зондирование 2011
года выявила разветвленную сеть подземных полостей на глубине от 5 до 40 метров. Общая площадь выявленных полостей около 12 квадратных километров. Для сравнения, это площадь 120 стандартных футбольных полей. Часть полостей имеет правильную прямоугольную форму, часть — длинные прямолинейные коридоры. Китайские власти официально объясняют эти структуры системой исторических гробниц и хранилищ. Но ни одна известная гробница не занимает 12 квадратных километров. Провинция Хунань хранит подземную систему, которую местные жители знали всегда, но которая попала в научную литературу только в 2002 году. Пещеры Фэнлин — сеть рукотворных тоннелей, вырубленных в известняке на площади более 20 квадратных километров. Глубина залегания от 10 до 80 метров. Стены обработаны с той же плоскостной точностью, что и блоки карьера Янма. Потолки сводчатые, с правильным полуциркульным профилем. На стенах в нескольких залах сохранились следы красного пигмента. Не рисунки, а ровные горизонтальные полосы на одинаковой высоте, как разметка. Возраст пигмента по радиоуглеродному анализу — около 8 тысяч лет. Официальная версия о назначении системы отсутствует. Местное управление туризма открыло для посещения около 2% от общей площади тоннеля. Остальное закрыто. Под плато Лесовых земель в провинции Шэньси расположена еще одна подземная система, о которой широкая публика не знает почти ничего. В конце 90-х годов при прокладке новой ветки метро в Сиане строители вскрыли горизонтальный тоннель диаметром около 8 метров, уходящий в направлении горы Лишань, той самой, внутри которой находится гробница Цинь-Шихуань. Тоннель был не частью гробничного комплекса, он залегал на 20 метров выше известного погребального уровня и уходил в другом направлении. Строительство метро в этом районе было перенесено, тоннель засекречен. Сама гробница Цинь-Шихуанди под горой Лишань является, по всей видимости, крупнейшим нераскопанным подземным сооружением в мире. Китайские источники 2 века до нашей эры описывают ее как подземный дворец с реками из ртути, имитирующими реальные реки Китая, с потолком, инкрустированным жемчугом в виде звездного неба, и с механическими ловушками для защиты от грабителей. Геохимический анализ почвы над гробницей в 1995 году зафиксировал аномально высокое содержание ртути в 100 раз выше фонового уровня. Это подтверждает, ртуть там есть. Общая площадь погребального комплекса, по данным радарного зондирования, около 22 квадратных километров. Глубина центральной камеры предположительно 30 метров. Раскопки официально запрещены из уважения к памяти императора. Настоящая причина запрета, по мнению ряда геологов, опасность ртутного отравления при вскрытии. Но это объясняет только запрет на раскопки. Не объясняет, откуда в гробнице 2 века до нашей эры взялась инфраструктура такого масштаба, что ее строительство потребовало труда 700 тысяч человек на протяжении 38 лет. Больше, чем любой другой строительный проект в истории человечества до эпохи индустриализации. На острове Фэнлай в провинции Шаньдун стоит каменная стела высотой 3 метра 80 сантиметров. На ее поверхности вырезаны символы, которые не относятся ни к одной известной системе письма Китая, ни к Цзягувэнь, ни к Чжуаншу, ни к какой-либо другой документированной письме. Стела была обнаружена в 1973 году при расчистке берега. Возраст камня по геологическим признакам выветривания не менее 6 тысяч лет. За 50 лет ни один лингвист не расшифровал текст. Не потому что не пытались, потому что символы не обнаруживают статистических закономерностей, характерных для любого известного языка. Это либо не язык в привычном смысле, либо система кодирования информации принципиально иного типа. В провинции Гуйчжоу в 1998 году обвал склона обнажил каменную плиту размером 20 на 6 метров. На поверхности плиты надписи. Местные власти поначалу решили, что это природные трещины. Но эпиграфист из Гуйянского университета установил, символы нанесены инструментом, глубина реза одинакова по всей длине каждого знака, что исключает природное происхождение. Геологи датировали обнажение породы периодом около 270 миллионов лет. Это триасовый период, время динозавров. Официальная наука объясняет надписи природными трещинами, похожими на письмена. Но одинаковая глубина реза при природном образовании физически невозможна. Каменные диски дропа, находка, которая официально считается либо мистификацией, либо ритуальными предметами, были обнаружены в 1938 году в пещерах гор Баянь-Караула на границе провинций Цинхай и Сычуань. 716 каменных дисков диаметром около 30 сантиметров с отверстием в центре и спиральной канавкой, в которой под микроскопом видны мельчайшие символы. Советский ученый Вячеслав Сайцев в 60-х годах утверждал, что частично расшифровал текст. Речь шла о падении летательного аппарата. Китайская академия наук исследовала диски в 1962 году и засекретила результаты. Местонахождение дисков сегодня официально неизвестно. Часть из них предположительно хранится в запасниках Пекинского музея без инвентарного номера. Но самая физически масштабная каменная летопись находится не в пещере и не на стеле. Это скальные рисунки Хэланьшань в горах на границе провинции Нинся и автономного района Внутренняя Монголия.
Более 20 тысяч петроглифов на площади около 50 квадратных километров. Возраст самых ранних, по данным анализа патины, около 30 тысяч лет. Среди изображений животных, людей и охотничьих сцен есть несколько категорий рисунков, которые не вписываются в контекст первобытного искусства. Во-первых, правильные окружности и эллипсы диаметром от 20 до 70 сантиметров с точками или крестами внутри, идентичные по форме астрономическим символам. Во-вторых, изображения фигур в одеждах с прямоугольными деталями на груди и голове, которые несколько исследователей описывают как похожие на скафандры. В-третьих, линейные схемы, которые при наложении на современную топографическую карту региона точно воспроизводят расположение горных перевалов и речных долин в радиусе 100 километров. Это не абстрактные узоры. Это карта. Китайский геолог Чэнь Минь в 2014 году опубликовал исследование о камнях Хуньшань в провинции Ляньнин. Среди природных валунов он обнаружил 12 камней с обработанными плоскими гранями, покрытыми регулярной сеткой углублений диаметром около сантиметра с шагом точно 3 сантиметра. Возраст обработки по степени выветривания не менее 10 тысяч лет. Функция этих сеток неизвестна. Чэнь Минь предположил, что это матрицы для отливки стандартных изделий. Если это так, то стандартизированное производство в этом регионе существовало на 8 тысяч лет раньше, чем принято считать. Камни не лгут и не фантазируют. Они просто существуют. С надписями, следами инструментов и геометрией, которая не должна была появиться в то время, когда она появилась. В 2014 году австралийский археолог Дэвид Чайлдресс подал официальный запрос в Государственное управление по делам культурного наследия Китая на проведение совместных раскопок в районе пирамид провинции Шэнь. Ответ пришел через 4 месяца. В нем говорилось, что указанные объекты не представляют археологического интереса и являются природными холмами. Это был официальный ответ государственного органа про объекты, которые отчетливо видны на спутниковых снимках как правильные четырехгранные пирамиды с плоскими вершинами. Запрет на раскопки в Китае не бюрократическая формальность. Это системная политика, которая применяется избирательно и последовательно именно к тем объектам, которые потенциально способны опровергнуть официальную хронологию. Раскопки гробниц эпохи Хань и Тан ведутся постоянно и активно публикуются. Но стоит объекту выйти за рамки известной хронологии, доступ закрывает. Наиболее показательный случай произошел в 2008 году в провинции Хубэй. Местный фермер Ван Цзюньчао, копая колодец на своем участке на глубине 12 метров, наткнулся на каменную кладку. Он расширил шурф и обнаружил помещение с каменными стенами, на которых сохранились остатки штукатурки с геометрическим орнаментом. Ван Цзюньчао сообщил о находке в местный отдел по охране памятника. На следующий день на его участок приехали 3 чиновников, осмотрели шурф, забрали несколько кусков штукатурки и велели засыпать яму. Фермеру выплатили компенсацию в размере 3000 юаней и взяли подписку о неразглашении. Ван Цзюньчао нарушил подписку в 2012 году, рассказав историю журналисту провинциальной газеты. Статья была опубликована в пятницу и снята с сайта к понедельнику. В 2019 году группа из 6 независимых исследователей из Европы и США получила разрешение на туристическое посещение района пирамид Шэнь. Они привезли портативный георадар, замаскированный под фотооборудование. На второй день работы их задержала местная полиция. Оборудование конфисковали. Данные, которые они успели записать до задержания, показали под одной из безымянных пирамид полость размером приблизительно 80 на 120 метров на глубине около 15 метров. Это размер крупного собора. Что находится внутри, неизвестно. Американский геолог Грегори Мастерс в 2016 году опубликовал в журнале «Азиатская геология» статью с анализом спутниковых снимков района Шэнь. Он насчитал 37 пирамидальных структур, ранее не включенных в официальные реестры объектов наследия. 3 из них имели размеры, превышающие пирамиду Хеопса по объему. Китайское посольство в Вашингтоне направило в редакцию журнала официальное письмо с требованием отозвать статью как содержащую фактические ошибки. Редакция отказала. Мастерс сообщил, что после публикации его дважды приглашали на неформальные беседы сотрудники, которые представились как работники китайского консульства. Самый закрытый объект из всех — место в провинции Цинхай, известное среди исследователей как пирамиды Цинхай. 3 пирамидальные структуры, крупнейшая из которых имеет высоту по оценкам от 100 до 180 метров. Они расположены в труднодоступном горном районе на высоте около 3000 метров над уровнем моря. Официально этот район закрыт для посещения иностранцами как зона военного значения. Единственные фотографии, сделанные с воздуха в 1994 году американским пилотом, показывают четкие геометрические контуры, не оставляющие сомнений в рукотворном происхождении структур. Китайское правительство официально никак не комментирует существование этих объектов. Ни подтверждения, ни опровержения. Просто молчание. И именно это молчание красноречивее любого ответа.
В начале этого рассказа прозвучал вопрос, кто построил гигантские мегаструктуры Китая? За 10 глав накопились конкретные факты, которые теперь требуют конкретного ответа. Подводный город Шичен с фундаментами возрастом 5000 лет. Карьер Янмашань с 16-тысячетонным монолитом, обработанным с точностью современного алмазного инструмента. Керамический композит из Хэнони возрастом 12 тысяч лет. Медные трубы в горах Байгун с 8% неидентифицированного состава. Генетически изолированная популяция из провинции Юньнань, не оставившая потомков. Бронзовые статуи Сангсингдуй с инкрустацией из афганского минерала. 37 незарегистрированных пирамид в Шэньси, 3 из которых крупнее Хеопса по объему. Это не разрозненные аномалии. Это система. Совокупность этих фактов указывает на одно. На территории современного Китая в период от 10 до 30 тысяч лет назад существовала цивилизация с уровнем технологического развития, значительно превышающим то, что официальная история приписывает этому периоду. Эта цивилизация умела обрабатывать твердые породы камня с субмиллиметровой точностью, производить керамические композиты при температурах выше 1400 градусов, строить подземные города площадью в десятки квадратных километров и создавать топографические карты с геодезической точностью. Она исчезла, внезапно не оставив прямых потомков и не передав своих технологий последующим культурам. Официальная наука предлагает 3 варианта объяснения каждого из этих фактов по отдельности. Природное образование, ошибка датирования или мистификация. Но применить все 3 объяснения одновременно ко всем объектам сразу невозможно. Статистические вероятности того, что все эти независимые находки в разных провинциях, исследованные разными учеными в разные десятилетия, одновременно являются ошибками или подделками, стремится к нулю. Китайское правительство знает об этих объектах. Это доказывает сам факт их засекречивания. Нельзя засекретить то, о чем не знают. Запрет раскопок, отзыв публикаций, конфискация оборудования у исследователей, военные зоны вокруг пирамид – все это требует осознанных административных решений на высоком уровне. Вопрос не в том, знают ли власть. Вопрос в том, что именно они знают и почему считают эти знания опасными для публичного пространства. Один факт стоит запомнить отдельно. В 2023 году китайские власти официально объявили о начале нового этапа раскопок в Сангсингдуй и широко осветили находки в государственных медиа. Это был первый случай за десятилетия, когда Китай сам инициировал международное внимание к объекту с необъяснимым происхождением. Среди поднятых артефактов оказался бронзовый сосуд с изображением дерева, на ветвях которого сидят фигуры в одеждах, спускающиеся с неба. Государственное агентство Синьхуа описало это изображение как мифологический сюжет о небесных посланиях. Ни один официальный комментарий не уточнил, что именно изображено и почему художник бронзового века счел нужным зафиксировать этот сюжет в металле с такой детальностью, что спустя 3000 лет исследователи могут разглядеть складки на одеждах фигур. Китай хранит в своей земле ответы на вопросы, которые человечество пока даже не научилось правильно формулировать. Объекты существуют, данные собраны, образцы проанализированы. Все, чего не хватает, это разрешение копать там, где копать не разрешают. И пока это разрешение не получено, самые грандиозные сооружения неизвестной цивилизации продолжают лежать под китайской землей. Нетронутые, не расшифрованные и терпеливо ждут.